Для создания нам понадобится пряжа Alize Superlana Maxi, 25% шерсти, 75% акрила, крючок номер 8, игла с толстым ушком, у меня пластиковые, ножницы. Начинаем вязать цветок. Схему вы видите на экране. Она состоит из цепочки воздушных петель и 3 рядов. Как их вязать, я сейчас подробно расскажу. Итак, приступим. Набираем первую петлю. Наматываем на указательный палец по часовой стрелке нить. Вводим крючок под 2 образовавшиеся нити. Захватываем нить от клубка и протягиваем через эту петлю. Затягиваем. Вот она, первая петля готова. Теперь мы набираем цепочку из 30 воздушных петель. У нас будет 15 лепестков. На каждый лепесток нужно 2 воздушные петли, поэтому петель в цепочке будет 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот она, цепочка из 30 воздушных петель готова. Теперь здесь вот пальчик ставим и обозначаем, где у нас последняя петелька, да, цепочки из воздушных петель. Делаем 3 воздушных петли и вяжем столбик с накидом. Накидываем на крючок нить вот в эту петлю, первую петлю цепочки воздушных петель, которую мы замерили, да, пальчиком зажали. Протягиваем через эту петлю нить. У нас на крючке 3 петли. Первые 2 сейчас провязываем вместе, захватывая нить. Вытягиваем опять 2 петли. И их теперь тоже вместе. Вот у нас получилась такая первая галочка. Следующую галочку мы вяжем не в соседнюю петлю, а через одну. Вот эту петельку оставляем свободную, а столбик с накидом мы вяжем во вторую петлю. Вот в эту. Точно так же протягиваем нить на петли. У нас 3 петли на крючке. Протягиваем нить через первые 2 и через вторые 2. Делаем воздушную петлю и столбик с накидом снова вяжем вот в эту же воздушную петлю цепочки, из которой у нас уже связан столбик с накидом. Опять 2 петли. Вот у нас уже 2 галочки. Каждую следующую галочку мы вяжем, пропуская одну воздушную петлю через петлю, получается, в цепочке. Между столбиками с накидом в галочке воздушная петля. Между галочками нет никаких петель. Да? Вот, связали второй столбик и сразу делаем следующую галочку. Сразу столбик с накидом. Воздушная петля. И снова. Вот у нас уже 4 галочки. Так мы вяжем до конца ряда, делая 15 галочек из 30 петель. И вот я вяжу последнюю галочку. Она у меня 15-я. Вот, считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 галочек. Первый ряд у нас связан, первый ряд у нас готов. Теперь мы разворачиваем вязание, провязываем соединительный столбик в первую арочку. И теперь вяжем второй ряд. 2 воздушные петли подъема. И вот в эту арочку мы вяжем столбик с накидом.
Точно так же, как в предыдущем ряде этот столбик вяжется. Теперь мы вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И 2 столбика с накидом тоже в эту же арочку. 1 и 2. Вот. Переходим теперь к следующей арочке. В ней также вяжем 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли и снова 2 столбика с накидом. Два столбика с накидом, 1, 2, 3, 3 воздушные петли и снова 2 столбика с накидом в эту же арочку. 1 и 2. Вот у нас уже второй лепесточек начинает вывязываться. Так мы вяжем до конца ряда. Итак, я довязываю второй ряд последнего лепестка. 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли и снова 2 столбика с накидом. И вот что у нас получилось. Уже цветочек сам по спирали закручиваться начал. Сейчас мы будем вязать последний третий ряд. Разворачиваем вязание. Соединительным столбиком переходим в арочку. Так вот это делается. Потому что у нас следующий ряд состоит из 9 столбиков с 2 накидами в арку и соединительного столбика между лепестками. Так, приступим. Делаем 2 воздушные петли подъема. Это будет у нас аналог первого. 3 воздушные петли подъема, аналог первого столбика с 2 накидами. Дальше делаем 2 накида, 2 раза крючок оборачиваем, вводим крючок под арочку, зацепляем нить. У нас на крючке 4 петли. Провязываем через первые 2, теперь снова через первые 2 и снова через 2. Вот такой столбик с 2 накидами. Таких должно быть 9 вместе вот с этим столбиком, как будто бы столбиком, да, на самом деле это цепочка воздушных петель подъема. Так, третий столбик с 2 накидами. Протягиваем всегда через 2 петли. Осталась 1 петля, значит вяжем уже следующий столбик с 2 накидами. Таких у нас должно быть 9. Так, нить еще освободить и вяжем дальше. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Девять столбиков с накидом в арочке связали. Теперь вот между 2 нашими лепестками вяжем столбик без накида. Протягиваем петельку и вот. И теперь следующий лепесток вот в эту арочку снова 9 столбиков с 2 накидами. Один. Два.
3, 4, 5, 6, 7, 8 и последний 9. И теперь снова между лепестками вот сюда столбик без накида. Все, 2 лепестка у нас уже готовы. Так вяжем до конца ряда. Ну вот, мы закончили ряд, и у нас готовы все 15 лепестков. И уже видно, что наш цветочек сам закручивается в спираль и хочет уже обрести форму. Здесь мы просто петельку подлиннее оставляем, чтобы этой сейчас ниткой собрать цветок. Да? Ну, просто вытягиваем. Все, у нас здесь вот закрепился узелочек. Итак, цветочек мы связали. У нас 15 лепестков есть. Вот эта сторона правая, здесь красивые петельки, а вот эта сторона левая, изнаночная. Правой стороной верхней лицевой мы к себе разворачиваем и с краешку начинаем сворачивать нашу розочку, наш цветок. Аккуратненько просто вот так подворачиваем, подворачиваем, и он сам формируется, наш цветочек. Нужно просто так вот расправлять по кругу, распределять лепестки. Формируем розу, такую, которую нам хочется. Распределяем лепестки красиво, равномерно, аккуратно. Вот у нас роза сформирована. Теперь берем иголку с толстым ушком, вдеваем нить, которую мы оставили с хвостика, в эту иголочку, да, и при помощи этой иглы и нити мы сейчас будем закреплять цветок, чтобы он вот в таком состоянии у нас и остался. Для этого серединку поджимаем прям до конца, берем и переворачиваем. У нас вот здесь вот есть рядочки нашего цветка. И мы начинаем вот так через весь цветок пропускать иголку, собирая все ряды, которые у нас здесь скручены. И затягиваем не плотно, но так, чтобы у нас все держалось. И вот так туда-сюда мы проходим цветочек, соединяя и закрепляя его, чтобы все у нас лепесточки были на своих местах и оставались в процессе носки на своих же местах. Так, закрепили, переворачиваем, смотрим, все ли здесь у нас в порядке, все ли нам нравится. Если вот такой вот рыхленький цветочек получается, значит, нужно еще пройтись вот вертикально. Вот так втыкаем, и вот здесь вот достаем иголку, прячем ее в следующий лепесток и проходимся еще вот так туда-сюда, закрепляя лепесточки так, чтобы они держались
ровненько. Если нить выпала, ничего страшного, снова ее вдеваем в иглу и шьем дальше. Так, пропускаем иголку через все слои и затягиваем. И постепенно наш цветочек становится более плотным. Ну, когда закрепили все лепестки в таком положении, в котором нам нравится, просто делаем узелочек. Как обычно мы этой иголкой делаем узел, точно так же затягиваем. Так, и прячем наш хвостик в серединку. Все, спрятали, можем лишнее отрезать. Этот хвостик тоже нам нужно спрятать. Тоже просто его в серединку прячем, протягивая через основание цветка. Можно для крепости пару раз туда-обратно нитку протянуть и уже потом завязать узелок. И опять спрятать. Так, ну вот, сам цветок у нас уже готов. Он плотный, красивый, и он уже держится и форму не потеряет. Его можно использовать как аксессуар, как брошь, например. Сюда закрепив булавку, и можно носить как брошь. Можно сделать чокер на шею, что, собственно, мы сейчас и сделаем. Для этого я переворачиваю цветок. И вот здесь вот в цветке зацепляю крючок, протягиваю нить и завязываю узелочек. Обычный узел двойной. В одну сторону и в другую. Теперь прокалываю крючок из серединки. Завожу петлю. Так, чтобы у меня цепочка держалась на цветке очень хорошо. Весь цветок держала, да? Еще вот так сделаю вторую петлю. Вот. И теперь вяжу 100 петель. Это будет такая длинная у меня цепочка. Если хочется цепочку покороче, можно поменьше петель. Я сделаю 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 10 петель есть. И точно так же я шагаю до 100. Вот у меня уже 100 петель набрано. Я сейчас просто вытягиваю петельку, отрезаю ножницами и затягиваю. Все, вот у меня уже одна цепочка есть. Хвостик здесь подрежу, чтобы он поаккуратнее смотрелся. И с другой стороны цветка сделаю еще одну такую цепочку. Ввожу крючок вот так. Хвостик протягиваю. Этот хвостик потом я спрячу. Сейчас пока я при помощи него делаю узелок, чтобы закрепить нить. Вот у меня нитка закреплена. Вот этот шнурок он пошел в одну сторону, в противоположную у меня пойдет другая. Захватываю нить, делаю петельку. Ну и еще вот так вот цветочек зацеплю. Еще одну петельку сделав. И вот теперь я снова вяжу 100 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и так далее до 100. Вот у меня уже 100 петель готово.
Я опять просто петельку разрезаю и затягиваю. Все, теперь хвостик можно покороче сделать и спрятать ниточки, которыми мы крепили наши узелки. Их можно вот при помощи крючка тоже спрятать, не только при помощи иглы. Просто протянуть их вот так внутрь цветка. В разные стороны. И они там внутри и спрячутся. Так, лишние хвостики можно отрезать. Ну все, вот у нас уже цветок висит на цепочке. Их можно использовать как крепление, да, и завязать как чокер на шею. Такой цветок можно связать любого цвета, какой вам нравится. Если взять пряжу потоньше и крючок потоньше, то цветок будет более мелкий. Вот, например, это точно такой же цветок по этой же самой схеме, тоже из 15 лепестков, но он просто связан крючком 1,5 миллиметра и из более тонкой пряжи пеликан. Если здесь у нас в 100 грамм 100 метров, то в пеликане у нас в 50 граммах 330 метров. Это значит, что в 100 граммах 660 метров. И вот такая большая разница в размере. Поэтому цветы можно связать из любой пряжи, любого размера. Просто большие объемные цветы, они сейчас в тренде. И как аксессуары их использовать сейчас выгоднее.